Привет, с вами Лорк. Если помните, на одном из стримов я играл в секретные мини-игры. Нет? Ну и ладно. Суть в другом. На большое мое удивление было уйма людей в чате, которые не знают, что это такое и откуда они взялись. Так что в этом ролике я и попытаюсь рассказать о них, почему они вообще существуют и зачем их спрятали. Начнем с того, что вроде как по неподтвержденной информации вкладку мини-игр делали в последнюю очередь, так еще и спонтанно. И из-за этого, как я могу предположить, уже на их доработку не было много времени, ибо решение это было опять же под конец создания игры. Отсюда и появились такие мини-игры, которые не попали на релиз. Но вот почему они остались в коде игры и открыть их не составляет больших проблем, для меня огромный вопрос. Насчет открытия, кстати, как я знаю, очень многие их открывают через Cheat Engine, нажимают пару кнопочек, что-то там вводят и вуаля, появляется Limbo Page, то есть секретные мини-игры. Да и вообще появляются кнопочки, чтобы переключаться, а то так их нет. Но мне же лично было лень качать его и что-то там тыкать. Зато на мое большое удивление оказалось, во многих модах они автоматически открыты. Например, в моде, который помогает сделать PvZ 16/9, они тоже есть. Да и в том же хард моде их можно найти, хоть они и совсем другие там. Но об этом поговорим уже в совсем другом ролике. Давайте наконец играть. О, точно, забыл подметить, иконок у этих миникамы нет. Хоть и не думаю, что это кому-то важно. И первая скрытая мини-игра у нас под названием «Художественный вызов Стена Ореха», в которой ничего инновационного так-то нету. Является второй мини-игрой, где нужно из какого-то растения изобразить на лужайке рисунок какого-то растения. В плане сложности, думаю, является плюс-минус такой же, как и первая мини-игра данного типа под названием «Увидеть звезды». Единственное, и без багов она не обошлась. Тут и тут растения просто невозможно поставить. По всей видимости, там должно было быть что-то, что являлось глазами ореха. Другого объяснения у меня нету. Дальше на очереди у нас мини-игра «Солнечный день». И вы не поверите, в ней просто падает солнце с неба увеличенного размера, дающий не 25, а 50. Очень интересная, конечно, задумка для мини-игры, в которой 4 волны. Но она могла-то даже и была интересней, ибо по информации, которую я нашел на PVC Phantom, в декабрьской бета-версии 2008 года в ней появлялись зомби, гулящие с собакой, и зомби с пропеллером. А так, имеем что имеем. Третья скрытая мини-игра является Unsoldead. В переводе это звучит «Незадернованный». В этой мини-игре, как понимаете, есть лишь 3 полосы, на которые можно садить. Прям как в начальных уровнях 1.2, 1.3. Но, в отличие от этих уровней, тут зомби идут и по тем полосам, где нету травки. На первый взгляд оно может показаться сложной, но это вовсе не так. Времени, чтобы выстроить защиту, тут довольно много. 4 волны как-никак. А при наличии мракогрибов и кукурузопушек вы сложности и вовсе не почувствуете. Кстати, хоть я это и не сделал, когда играл, но чеснок-то на уровне будет очень даже в тему. Советую. И вот почему ее решили убрать, я понятия не имею. Учитывая, что есть по 2 части мини-игр того же боулинга, бегулида, думаю, для нее местечко явно нашлось бы. Но видимо создателям виднее. Хоть так и не сказать, смотря на новые части PvZ. К слову, во второй части китайского Plants vs Zombies в мире затерянного города 22 уровень напрямую основан на этой мини-игре. Хоть на этом спасибо, думаю, когда-нибудь вы увидите данный уровень у меня в ролике. Дальше у нас большое время. И вот она реально странной, мне кажется. Ее особенность в том, что подсолнух, ромашка и орех так, чуть-чуть, прям совсем капельку, как видите, стали больше, чем обычно, из-за чего и увеличивается у данных растений скорость производства солнц, денег и хп у ореха соответственно, а сама же стоимость данных плант остается прежней. Из интересного могу рассказать, что если зайти в альманах в данной мини-игре, названные выше 3 растения в нем тоже будут больше. Кстати, у меня сейчас из-за ореха в данной мини-игре в голове картинка прикольная появилась. Вот вам ее тоже изображу. Кто шарит, можете написать в комментариях, в чем прикол. Хочу добавить, что в данной мини-игре явно нету смысла брать большой орех и двойной подсолнух, ибо увеличенные версии это по факту их копии.
у ореха столько же HP, а подсолнушек дает по 2 солнышка. Вроде выглядит и прикольно, но мне кажется, было бы еще прикольней и главное логичней объединить солнечную тень и данную мини-игру в одну. А так эти две мини-игры смотрятся какими-то странноватыми и скучными. Ибо у них аж по 4 волны. Прям даже жалко зомби стало, насколько все легко. Следующая мини-игра, и это уже третья мини-игра, где надо рисовать, высаживая растения. В этот раз это Sunflower. И сравнивая с другими двумя уровнями этого типа, это самое странное. Сам рисунок, который мы выстраиваем, вообще не похож на подсолнух. Может, чуть-чуть. И самое удивительное, строить подсолнух нужно не подсолнухом. Думаю, разработчики сделали несколько уровней данного типа и уже после выбрали самый логичный, которым объективно является мини-игра «Увидеть звезды». Дальше у нас достаточно интересная мини-игра, которая может чем-то напомнить удачу на бобслее и богопатии. Только здесь вместо зомбони и прыгунов – летуны. А начало уровня еще больше подтверждает их схожесть, ибо в самом начале нам дают примерно столько же времени, как и в богопатии удачи на бобслее, чтобы выстроить защиту. Около 75 секунд. Главное, в начале на корабле не надейтесь. Как можете видеть, их спокойно первый чел перелетает. Хоть зная приколы в ПВЗ, не удивился, если бы они сработали. Сама же тактика в этом уровне проста как пень. Берем кошка-камыш или ветродуй, но не кактус. Нафиг он тут нужен. И спокойно, на изи, проходим за 5 минут. Мне лично мини-игра понравилась, и почему ее убрали, вообще без понятия. Ибо если так подумать, это единственная мини-игра, где есть туман. И уже этим она бы была уникальна. Ледяной уровень. И тут ничего не происходит. Выходит лишь поставить орех, и через 30 секунд после начала играет звук. Все. Погуглив в интернетах, как я понял, это была изначально шуточная мини-игра, создававшаяся как первая апрельская шутка для тестировщиков игры в 2008 году. Слова создателя ПВЗ. На этом уровне должно было стоять 5 замерзших зомби, что-то подобное можем наблюдать, кстати, во второй части на ледяной локации. И самое забавное, что в конечном итоге это привело к созданию кое-какого зомби, который должен был быть в этой мини-игре. Я даже больше скажу, его в саму игру в отличие от этой мини-игры добавили, и уверен, вот ты, да, ты, смотрящий этот ролик, его очень хорошо знаешь. Это зомби Йети. Да, я был сам удивлен, узнав, что шутка привела к его созданию. Что сказать, круто. Теперь же Zen Garden, то бишь просто кнопка, перебрасывающая на сад Zen. Или вы что думали, будет аж 20 новых мини-игр? Если бы. Большая гравитация. На этом уровне, как следует из названия, гравитация повышена. Причем настолько, что любые стреляющие снарядами растения тут бесполезны. Их снаряды сразу летят вниз. Но не думайте, что усложнилась лишь игра нам. Зомби тоже нелегко. Например, когда полетит зомби на шарике, лететь он сможет недолго, ибо его шар лопнет. А идти он будет крайне медленно, еще и забагано. Правда, вам, как и мне, может не свести, и из-за какой-то ошибки вы его даже не встретите. А насчет того, как проходить, то советую брать дыма и мрака грибы. Также можно, в принципе, кукуруза-пушки выстроить. На ее снаряды гравитация также не действует. Но это если вдруг кому-то грибов будет мало. Задумка и сама мини-игра мне понравились. Почему ее решили не добавлять, тоже не понимаю. Grave Danger. Представляет из себя ночной уровень, где очень часто вылазят могилы из земли, а из них зомбу. Особой сложности в ней не было, играть было прикольно, а конец это вообще кайф. Следующий мини-гейм под названием «Сможешь выкопать это?» Это мне вызов кидают или что? Ну давайте попробуем. А, так выкапывать еще и орехи нужно? Ну тогда вообще легко. На самом деле довольно скучный уровень, явно не хватает какого-то разнообразия. Но и это можно объяснить, оправдать, так как, чтобы вы понимали, данный уровень мог быть в начале игры за место боулинга. Хорошо, что от этой идеи отказались по вышесказанной мною причине, слишком нудный. Мне игра из уровня 4.10, где у нас дождик идет и гроза мелькает. Единственное отличие от уровня того же в приключении, это лишь немного другой набор растений, выезжающие из этой дорожки. И зомби, и идущие зомби, они полегче. Почему убрали, также не знаю. Не думаю, что кому-то бы она мешала. Тем более, если вы заметили, картинка для нее даже тут есть. Но вот как долго эту картинку делали, боюсь даже представить. Ну и на удивление, есть еще одна мини-игра, у которой есть своя картинка.
Тарзаночный Блиц. Абсолютная копия уровня 5.5. Все. Это и была последняя скрытая, секретная, отмененная, кому как удобней, мини-игра. Следующие иконки не являются какими-то мини-играми, но что они делают, давайте расскажу. Интро. При нажатии на нее перекидывает на начальную заставку, которую мы видим при начале прохождения Plants vs Zombies. А после того, как она окончилась, переносит в режим приключения. Древо мудрости. Как неожиданно при нажатии оказываемся у древа. Upsell является таким промо-роликом полной версии Plants vs Zombies после прохождения демки. Да-да, демо-версия первой ПВС тоже существует, и если хотите, когда-то могу сделать ролики по ней. Ну и оставшиеся иконки — это вариации бесконечного выживания, и если вы вдруг хотите, чтобы я и в них перешел 100 волн, то ставьте классы, а может когда-то попробую. А на этом данный ролик подходит к концу. Надеюсь, вам он понравился, я старался сделать его максимально подробным. Ну и надеюсь, после него не появится предложение сделать какой-то челлендж именно в них. Хотя, если будете сильно просить, то почему бы и нет. Ха, вы думали это все? Существует еще одна, еще секретнее мини-игра под названием Белка, которой нету тут, а тут нету. Но ее можно открыть тем же чит-энджином, понажимав еще пару кнопочек. Цель этой мини-игры найти 7 белок, спрайт, кстати, который на удивление был сделан. Вот как она выглядит. Красивая, правда? До того, как зомби доберется до нашего дома. Подмечу, что на лужайке много орехов неспроста, с помощью их мы и должны найти белок, так как их белки и грызут, после чего орехи начинают немного мигать. Достаточно легкая и забавная мини-игра. Мне понравилось. Ну и теперь действительно всем пока.